Всем привет! Мы снова с вами, вы снова с нами на канале «Понаехали и остались». Как вы уже догадались, сегодняшний выпуск будет посвящен знаменитой площади Таймс-сквер. Она находится в самом центре Манхэттена. Сегодня моя очередь быть оператором, но прежде чем я встану за камеру, я успею кое-что сказать. Вы представляете, этот человек живет не просто в центре Манхэттена, он живет в 10 минутах ходьбы от Таймс-сквер. Да, но делиться секретами мне приходится не с Деми Мур, а со Смирновым. Но она бы просто не вывезла все твои секреты. Все, иди уже. Ты готов? Да, я готов. И самое главное, подпишитесь на наш канал «Понаехали и остались». А мы начинаем. Если у планеты Земля и есть центр, то он находится здесь, на Таймс-сквер. Именно это место является самой посещаемой достопримечательностью в мире. В этом году площадь Таймс-сквер отметила 120-летие. В некоторых путеводителях первенство Таймс-сквер оспаривается. Но если верить официальной статистике, которая утверждает, что данную площадь ежегодно посещает более 131 миллиона человек, это абсолютный рекорд. Как говорится, ни одна другая туристическая достопримечательность и рядом не стояла. Привередливые туристы утверждают, что Таймс-сквер – самая переоцененная достопримечательность нашей планеты. Так или иначе, но в самые оживленные дни через Таймс-сквер проходит почти 500 000 человек. И более 20% всех денег, которые туристы тратят в Нью-Йорке, они оставляют в магазинах, отелях, ресторанах и театрах именно на Таймс-сквер. Название Таймс-сквер рождает много ассоциаций. Голый ковбой – один из ярких символов площади. Без него наш рассказ был бы неполным. Этот всепогодный мужчина выходит к туристам в трусах, сапогах, шляпе и с гитарой уже 25 лет. Его зовут Роберт Джон Берг, но для людей во всем мире он известен как «Голый ковбой». Только в качестве уличного музыканта он зарабатывает около $150 000 в год, а еще у него рекламные контракты, своя франшиза и съемки в фильмах. Ковбой интересуется политикой и даже баллотировался на должность мэра Нью-Йорка и президента США. Несмотря на свой нескромный вид, артист придерживается консервативных взглядов. Давайте попробуем проверить, насколько он принципиален. Hello. How are you doing, buddy? They're doing well. How are you? Thank you. Okay. Where are you from? Originally, I'm from Russia, Russia. but I live in New York City. Yeah. We are making a documentary movie about Times Square. Can I ask you a couple of questions? Of course. How many years have you worked here in Times Square? I've been here 25 years, 25. 6 months, and 18 days today. What is the most interesting or significant moment have you This one. happened? This one. Okay. He's come to see me. Oh, God. I'm done. My Okay. career is over. It all happened just now. Thank you. Okay. Thank you. Okay, one more question. Biden or Trump? Trump 100%. Okay. As you can see here, Trump's taking those regulations off the backs of those corporations. Sounds like a good idea to me. Trump's gonna build a wall, that wall's gonna protect us all. Sounds like a good idea to me. Gonna get the economy moving again with lower taxes for you, my friend. Sounds like a good idea to me. Gonna rein in the EPA, get our energy from the USA. Sounds like a good idea to me. Gonna protect Israel's Iron Dome to keep those nukes from flying home. Sounds like a good idea to me. That Ron DeSantis had a chance about as much as me wearing pants. Sounds like a good idea to me.
indict him, convict him, throw him in jail. No matter what you do, Trump will still prevail. Sounds like a good idea to me. I'm for Trump. Trump 2024. Окей, thank you. Thank you so much. That's all right. You know what? Thank you. Похвальная принципиальность. Вот только республиканцу Трампу в демократическом Нью-Йорке все равно победы не видать, даже если он сам разденется до трусов и выйдет на площадь с гитарой. Сегодня вы посмотрите на этот самый яркий район Большого Яблока нашими глазами. Мы не будем приукрашивать Таймс-сквер, он в этом не нуждается. Как вы, наверное, догадываетесь, Таймс-сквер особенно красиво в вечернее время. Ну а если вы не любите, когда вокруг много людей, оставайтесь дома, мы вам все покажем. Прежде чем мы начнем показывать, стоит напомнить, как эту площадь запечатлел Голливуд. К слову, на счету Таймс-сквер более 600 фильмов и сериалов. Любой знаменитый актер мог бы позавидовать такой фильмографии. Например, Том Круз, у которого всего-то участие в 46 картинах. God, it's 1988. Alright, smart ass. Give it 5 seconds. Back then, nothing seemed to go right for me. Now? Look, it's Spider-Man! Wow. Hey, stick around. It's gonna start again in a couple minutes. Расхожее утверждение о том, что Нью-Йорк – столица мира, лучше всего проверять именно на Таймс-сквер. Тем более, что саму площадь часто называют перекрестком мира. Можно стоять на одном месте, и кажется, что за пару минут мимо тебя пройдут жители всех континентов. Что, сейчас попробуем узнать, кто откуда приехал, не отвлекаясь от никого. Oh, I'm sorry. Hello, excuse me. I have just one question. Sorry, I don't speak English. I speak English. Okay, where are you from? Ecuador. Ecuador? Yes. Thank you. Where are you from? France. From France? Okay. Are you visiting? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. We're from Germany. Are you visiting New York? Yes. Welcome. Thank you. Thank you. North Carolina, Raleigh. Israel. Are you visiting? Yes. Thank you. We are making a documentary movie about Times Square and how many people here from different places. Amazing. Hello. Excuse me, I have just one question. Where are you from? I'm from Saudi. Okay. Are you visiting New York? Yes, my son graduated. We came for his graduation. Congratulations. Thank you so much. I'm from Australia. Okay. Are you visiting New York? Yeah, visiting. It's my first day here. Oh, congratulations. Thank you. This is my mom. Hello, guys. Yeah, nice to meet you. Hello. Excuse me, can I ask you for one question? Sure. Where are you from? Me from Dallas. Hey, are you visiting New York? Yes. Thank you so much. She said she wants to do it too. Okay, okay. Are you from where? I'm from where my mom is from. I think it's a good answer. And I'm visiting New York too. Я из Украины, город Мариуполь. Я Баварии тоже. С Мариуполя, с Украины. Вы уже сейчас живете в Нью-Йорке? Нет, мы живем в Калифорнии, городе Сакраменто. О, здорово. Был там несколько раз. То есть вы сейчас, у вас отпуск. Ну, можно так сказать, да. Вы- Шорт отпуск. Вы первый раз в Нью-Йорке? Да, мы первый раз в Нью-Йорке. Как вам здесь нравится? Масштабно, впечатляюще. Большой поток людей, большие здания. Чувствуется энергия и сила. Часто, когда люди оказываются на Таймс-сквер, они немного теряются. И даже не от хаоса, который здесь царит круглые сутки, а от непонимания, где, собственно, начинается площадь. В переводе с английского «square» не только площадь, но и квадрат. И многие туристы действительно ожидают увидеть какие-то правильные очертания, границы площади, если угодно.
а она по форме, мягко говоря, своеобразна. Площадь Таймс-сквер образована пересечением двух улиц. Это 7-й авеню, которая идет прямо вдоль Манхэттена, и Бродвеем, которая тоже идет вдоль Манхэттена, но под небольшим углом. Таким образом, Таймс-сквер образует два треугольника. Верхний из них протянулся на 2 квартала, а нижний на 3. В связи с этим площадь, состоящую из двух треугольников, многие называют bow tie, что означает галстук-бабочка. Даже официальный сайт Times Square использует это сравнение. Но есть в этих треугольниках, на мой взгляд, и другая, более концептуальная символика. По форме знаменитая площадь напоминает песочные часы. Люди, как песчинки, переходят из одного треугольника в другой, и жизнь на перекрестке мира не замирает ни на секунду. Таймс-сквер всегда современно. Кстати, а вы знаете, что до 1904 года Таймс-сквер носила другое имя? И вообще это был район танцевальных залов, борделей и конюшен. Но 120 лет назад главная газета города «Нью-Йорк Таймс» переехала из Южного Манхэттена в это специально построенное для нее здание. Владелец газеты убедил тогдашнего мэра города переименовать площадь. А еще с его подачи здесь была построена станция метро, которую тоже назвали Таймс-сквер. Сейчас это крупнейший комплекс станций Нью-Йоркского метрополитена. Отсюда поезда уходят по 9 маршрутам, большинство из которых работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если верить статистике, подземный Таймс-сквер ежегодно принимает больше людей, чем наземный. Но вернемся к началу прошлого века. Хоть газета «Нью-Йорк Таймс» и располагалась в этом здании всего 9 лет, после того, как она переехала отсюда, площадь переименовывать не стали, а также сохранили традицию опускать светящийся шар в новогоднюю ночь. За неполных 100 лет дизайн шара менялся несколько раз. Сейчас его диаметр составляет почти 4 метра, а весит он более 5 тонн. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями, нет, мы не ходим в баню, за минуту до Нового года мы начинаем смотреть, как хрустальный шар начинает спускаться с 23-метрового флагштока. Обратите внимание, сейчас шар располагается не в верхней точке, но за 6 часов до очередного Нового года его обязательно поднимут на максимальную высоту. Говорят, если пропустить эту церемонию, Новый год может и не наступить. Может, именно поэтому телевизионную трансляцию смотрит почти 1 миллиард человек. Не открою секрета, если скажу, что на Таймс-сквер Новый год встречают в основном туристы. Местные и в обычные-то дни обходят площадь стороной. А уж в празднике — для справки. Чтобы занять хорошее место на Таймс-сквер для встречи Нового года, нужно прийти за 12-15 часов до полуночи. В канун праздника площадь делится на сектора, и если вы решите выйти из своего так называемого сектора загона, то обратно вас могут уже и не пустить. Туалетов здесь нет, и люди без смущения надевают памперсы. Для меня загадка. Как в итоге можно сохранить счастливое лицо, находясь 10 часов на холоде, без еды, алкоголя, да еще и в памперсах, полных сами знаете чего? Многие информационные сайты утверждают, что в Новый год на Таймс-сквер собирается около 1 миллиона туристов и жителей города. Это, мягко говоря, неправда. При плотности в 5 человек на 1 квадратный метр площадь может вместить около 86 тысяч человек. Возможно, путаница с вместимостью площади произошла из-за того, что в китайском городе Дацин тоже есть Таймс-сквер. И китайский однофамилец больше американского аж в 84 раза. Там легко поместится даже 7 миллионов человек. Только непонятно, что они там будут делать. Ни яркой рекламы, ни диснеевских персонажей, ни светящегося шара под Новый год.
Пока мы находимся рядом с небоскребом One Times Square, стоит рассказать еще о двух интересных фактах. Несмотря на то, что это здание пустует несколько лет, оно приносит владельцам огромные деньги, так как является одним из самых ценных рекламных мест в мире. Но пустует оно лишь потому, что в нем проходят ремонтные работы. Реконструкция должна завершиться в следующем году. Помимо офисных помещений, в этой 120-летней высотке расположится музей Таймс-сквера, появится смотровая площадка и новый выход к станции метро. Кто бы мог подумать, но 3 года назад прямо на этом здании, где реклама одна из самых дорогих в мире, был размещен билборд с российской певицей Монеточкой. Страшно сказать. Лицо исполнительницы было рядом с радужным сердцем, а годом ранее на том же месте можно было наблюдать другого русского, Петра Ильича Чайковского. Рядом с ним радуги не наблюдалось, хотя казалось бы. К слову, оба музыканта были на билбордах в рамках рекламных акций компании Spotify. Вопреки расхожему мнению, Таймс-сквер является одним из самых безопасных районов Нью-Йорка. Уровень насильственных преступлений здесь ниже, чем в среднем по городу. А вот по карманным кражам здесь ситуация обратная. Чем больше людей вокруг, тем выше риск лишиться кошелька. Попали в неприятность. Полицейский участок расположен прямо на площади. Кстати, полицейские здесь отдельная достопримечательность. В совместных фотографиях никому не отказывают и частенько патрулируют район на лошадях. К слову о фотографиях. Если Микки Маус и Спайдермены и прочие Бэтмены предлагают совместное фото, то они ожидают получить в ответ вознаграждение. Если наличных у вас с собой не окажется, скажите им об этом сразу. В любом случае, навязывание услуг или требования чаевых законодательно запрещены. Агрессивное или навязчивое поведение уличных актеров полиция пресекает. С другой стороны, если вы сами хотите поработать диснеевским персонажем, то вам потребуется лишь купить соответствующий костюм. Подобная актерская работа не лицензируется, выбирайте маску и работайте. Но знайте, летом внутри любого сказочного героя адски жарко. Как и любая главная городская площадь, Таймс-сквер – место, где проходят митинги и акции протеста. В штате Нью-Йорк проживает более 4,5 миллионов иммигрантов, и самые многочисленные митинги – национальные. Так, например, акции в поддержку Украины стали регулярными. В некоторых из них мы тоже принимали участие. Необходимо сказать, что акции протеста широко освещаются средствами массовой информации. И зачастую именно благодаря гражданской инициативе на ситуацию в итоге обращают внимание политики. Саша, никогда не ешь уличную еду, особенно на Таймс-сквер. Кстати, я проголодался, а ты как? Предлагаю пойти в отель Marriott, в один из его ресторанов, заодно мы сможем поснимать сверху. Я не против, давай. Кстати, отель Marriott самый большой в Нью-Йорке, в нем почти 2000 номеров. Не знал, сейчас проверим. Кстати, всего в этом районе 18 ресторанов. Ну а на фасаде самого отеля, полное название которого Marriott Marquis, располагается самый большой и дорогой рекламный щит Северной Америки. Его длина составляет 101 метр. Это размер стандартного футбольного поля. Чтобы провести ночь в номере этого 5-звездочного отеля, вам придется заплатить минимум $500. Ну или кто-то заплатит за вас, это уж как повезет. A few minutes later. Для того, чтобы поужинать в одном из ресторанов Marriott Маркиза, не обязательно проживать в отеле. Достаточно быть голодным и при деньгах. На самом деле запись идет. Хорошо, мы готовы заказывать. Скажем по секрету, нам не разрешали здесь писать. Ну как не разрешали? У нас просто нет разрешения. То есть не разрешали? Но такой сложный юридический момент.
Но запрета строгого не было, так, со ссылкой на закон. Ты готов? Yes, I think we are ready for it. Yes. What can I get? I'll have pasta bolognese. Can I get prosciutto panini? Any Yeah. appetizer? No, thank you. Thank you. Of course. Enjoy. Cheers. 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 А мы с тобой оба в кадр попадаем? Я не знаю. Я даже ничего не вижу, если честно. Ну, сейчас я посмотрю. Извините. Ты можешь открыть это. Ну, ага, вот ты что там видишь вообще? Тебя я видел, когда настраивал. Вот ты видишь что-нибудь? Я ничего не вижу. Да? Нормально? Да. Ты понял, да, проблему всю сейчас? Когда ты увидел в глазок, ты осознал всю проблему? Ну, что мы с тобой... Темные тени сидящие. Ты знаешь, на самом деле, после того, как они стали применять вот эту светодиодную технологию, Таймс-сквер изменился и не в лучшую сторону. Дело в том, что они все ярче и ярче. И теперь уровень яркости и контрастности такой. Посмотри, раньше это была площадь. И если посмотреть старые фотографии, фильмы, это площадь, подсвеченная огнями. Сейчас, если ты посмотришь на площадь, это серая дыра. Мне такой Таймс-сквер меньше нравится. This one is from me, okay? Okay, thank you. Whenever you're ready. Thank you. Нормально. Сколько? Всего-то 107. Рассказывая о Таймс-сквер, следует упомянуть, что он находится в театральном квартале. Сложно представить, но здесь в шаговой доступности располагается 41 театр. После представлений возле театров всегда многолюдно. Поклонники ждут выхода актеров. Кстати, это один из способов увидеть в Нью-Йорке какую-нибудь звезду, знакомую по фильмам или сериалам. Взглянув мельком на рекламу мюзикла «Аладдин», мы решили, что сюда каким-то образом пробрался Филипп Киркоров вместе со своим гардеробом. Но, подумав секунду, поняли, что у российского певца наряды более сказочные. Нет, мы не злые, мы наблюдательные. Но продолжим о настоящем искусстве. Стоит сказать, что некоторые шоу идут десятилетиями. Например, «Призрак оперы», который закрыли в прошлом году, шел на Бродвее 35 лет. А мюзикл «Чикаго», возрожденный в 1996 году, идет до сих пор и сейчас является самым продолжительным шоу в истории Бродвея. Самые дорогие билеты на знаменитые бродвейские представления могут стоить около $300, но есть несколько способов купить билеты со скидкой. В центре Таймс-сквер, прямо под красной лестницей, вы можете купить билеты с 50% скидкой на самые популярные шоу и мюзиклы. Важный момент. Билеты со скидкой вам продадут только в день показа представления. Предварительной продажи нет. А еще у вас не будет возможности выбрать места. Вам предложат только очередную пачку билетов из стопки. Отстояв длинную очередь, у вас будет лишь несколько секунд, чтобы определиться с выбором. Для продажи билетов на вечерние спектакли касса открывается в 3 часа дня. Не повезло с билетами на бродвейские спектакли, довольствуйтесь уличными шоу. Чем темнее на улице, тем ярче светят экраны. Увидеть звезды из этой части города у вас не получится. И это неудивительно. Зато из космоса Таймс-сквер выглядит потрясающе благодаря фантастической концентрации рекламы. По крайней мере, так утверждают космонавты. Совокупный годовой доход от рекламы на Таймс-сквер составляет более $60 миллионов в год. А 10 лет назад компания Google заплатила $2,5 миллиона за 4 недели показа рекламы на самом большом дисплее этой площади. Ну и разумеется, перекресток мира — это престижная музыкальная площадка. Здесь выступали Кристина Агилера и Пол Маккартни, Алисия Кис и Джей Зи, Марайя Кэрри и Глория Гейнор. Конечно, Таймс-сквер помнит и Тейлор Свифт. А 2 месяца назад здесь неожиданно выступила Шакира. Звезда дала бесплатный концерт, исполнив старые хиты и песни своего нового альбома.
Колумбийская певица собрала на Таймс-сквер 40 тысяч фанатов, и это стало абсолютным рекордом для музыкантов, которые когда-либо здесь выступали. Шакира пела на знаменитой сцене TSX. Площадка вмонтирована в одно из зданий, которое почти полностью скрыто огромным рекламным щитом. Мы подошли к этому месту, оно располагается рядом с красной лестницей. Если внимательно посмотреть на рекламный щит, то можно увидеть контуры дверей, которые открываются и создают сценическое пространство. Интересно, сколько здесь стоит секунда рекламного времени? Сережа, смотри, это же мы. Канал «Понаехали» остались скромны. Нас бы, конечно, устроила реклама и на экране меньшего размера, но сегодня она была вот на таком. Не спешите обвинять нас в фальсификации или в связи с мафией, которая помогла нам разместить рекламу на самой престижной площадке мира. На этом дисплее, площадь которого 2,5 теннисных корта, действительно была реклама нашего канала. Хотелось бы сказать, что снять и разместить ролик нам помог какой-нибудь Рокфеллер, но это не так. Мы все сделали сами и на собственные деньги. И нет, мы не потратили 2 миллиона. Хотите верьте, хотите нет, но мы заплатили всего лишь $40. Самое интересное, что разместить рекламу в престижном месте Таймс-сквер может любой желающий. И неважно, в какой стране вы живете, вам всего лишь нужно $40, и ваша реклама будет вот на этом экране на 15 секунд. Пожалуй, на этой любопытной информации я и завершу рассказ о перекрестке мира. Подпишитесь на наш канал. Мы продолжим удивлять вас. Встретимся в Нью-Йорке. Sorry. Сегодня вы посмотрите на этот самый яркий район Большого Яблока нашими глазами. Мы не будем приукрашивать Таймс-сквер, он в этом не нуждается. Он в этом не нуждается. Сегодня вы посмотрите на этот самый яркий район Большого Яблока нашими глазами. Сегодня вы посмотрите на этот самый яркий район Большого Яблока нашими глазами. Мы не будем приукрашивать Таймс-сквер, он в этом не нуждается. Еще раз, потому что это хрень, блядь, вся черная в кадре.